Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Людмила, и сегодня мы с вами продолжим наши уроки по вот этим вот пейсли. Сегодня мы с вами будем заполнять сеточкой вот это вот пространство, чтобы получить вот такие вот элементы, большие пейсли. В прошлых уроках мы с вами делали вот такие вот элементы, да? Вот такой вот пустой элемент, который у нас ничем не заполнен. И вот такие вот цветочки, которые будут у нас в серединке. Сейчас перед нами стоит задача соединить их вместе в целый элемент. Для этого нам понадобится вот такая вот подушечка небольшая. Берем заготовку нашего большого пейсли лицом вниз, изнаночкой к себе. Располагаем на подушечке. Подушечку подберите, которая будет соответствовать размеру вашего элемента, чтобы с ней было легче работать. Теперь нам понадобится целая куча булавочек, и нам нужно зафиксировать по периметру весь наш элементик. Булавочки вкалываете и по краю, чтобы потом, когда мы будем работать, чтобы ниточка не цеплялась за вот эти вот ушки, и ушки нам эти, чтобы не лезли в работу. Фиксируйте где-то с расстоянием 1,5–2 сантиметра. Теперь берем цветочек, располагаем цветочек тоже, вот это у нас лицо, располагаем его лицом вниз. Мы с вами будем работать по изнаночке. Располагаем лицом вниз и точно так же накалываем его булавочками. Ниточки берем 1–2 метра, не больше. Чтобы закрепить ниточку, ее нужно пропустить под петлями на нашем шнуре. Вот так вот пропускаем ниточку. Ниточку пропускаем под шнур. Протягиваем, и таких стежков нужно сделать 3–4, чтобы ниточка у нас с вами потом не выдергивалась в процессе стирки, носки и прочих вот действий, которые обычно совершаем мы с одеждой, да? Закрепляем ниточку. Если вы работаете ниткой в тон, нитка у нас, кстати, да, я не уточнила, нитка та же самая. Нитка, которую мы использовали для вязания элементов, и для шитья мы используем ту же нитку. Мы с вами сейчас будем делать нерегулярную шитую сеточку. Так как у меня изделие все будет сшиваться нерегулярной шитой сеточкой, то и вот такие вот маленькие элементы, которые я потом уже буду использовать в целой композиции, я тоже отдельно собираю их нерегулярной шитой сеточкой. Закрепили мы с вами ниточку. Теперь начинаем эту ниточку прокладывать стежочки. Вот смотрите, сейчас мы выбираем, где мы закрепим ниточку. Предположим, это будет вот это вот место, да? Нам нужно с вами поддеть 2 или 3 ниточки, но поддевайте их так, чтобы иголочка не продела элемент насквозь. Это очень важно, особенно в те моменты, когда вы шьете разными нитками, когда нитка, допустим, элемента отличается по цвету от нитки зашивки. Вот мы с вами зацепили. Натяжку ниточки делайте вот такую вот, не очень сильную. И делаем вот такие вот обвития. Смотрите, один раз и второй раз. Вот, мы обвили с вами 2 виточками ниточку. Укладываем виточки, стараемся аккуратненько. Теперь смотрите, что мы делаем дальше. Выбираем, где бы нам прикрепить следующий наш стежок. Да, давайте вот здесь.
На шнуре точно так же находим 2 ниточки и протягиваем нашу нитку. Протянули, натянули, не сильно, не перетягиваем. Ну вот какое-то вот такое вот свободное чуть болтание будет. И опять делаем 2-3 виточка. Вот, обвили раз, обвили два. Следующий стежок, прикреп вернее, следующий прикреп давайте будет вот здесь, вот в этом месте. Каждый раз мы с вами цепляемся за 2-3 ниточки. Вот 2 ниточки подцепили и протягиваем ниточку. Протянули, подтянули, да, подтянули и делаем пару виточков. Один виточек, второй. Вот по такому принципу мы с вами будем двигаться. Вот следующий стежочек, в шнурочек, цепляемся за пару ниточек, и делаем пару виточков. Один виточек, второй виточек. Сделали пару виточков. Следующий стежок вот сюда, да, цветочек будем закреплять. Снова за 2 ниточки аккуратненько подели и делаем пару витков вокруг нитки. 1, 2. Сделали 2 виточка, снова закрепляемся. Давайте где-то, вот где выбрать крепление, это вы сами придумываете рисунок сетки, да, и поэтому закрепляться вы можете в любом месте. Ну вот мне хочется подлиннее сделать стежок. Вот я закреплюсь вот здесь, да. Натяжение не сильное, такое вот, ну как бы на глаз, ну так, чтобы интуитивно это было натянуто не сильно. Снова сделали несколько виточков. Вот теперь смотрите, что мы с вами можем сделать. Нет, давайте, наверное, еще сделаем вот сюда вот парочку ниточек, зацепили и протянули. Зацепили, протянули. И сделаем еще. И сразу же делаем пару виточков, да. Один раз обвили и второй раз вокруг ниточки обвили ниточку. Снова делаем стежочек, ну вот в эту вот. Сеточка называется нерегулярная, то есть у нас с вами размер ячеек произвольный. Размер мы выбираем, ориентируясь исключительно на свои вкусовые предпочтения. То есть вы можете делать ячеечки побольше или поменьше. Вот смотрите, теперь я хочу проложить вот такой вот большой стежок. Вот. Можно прокладывать даже такой большой стежок. Здесь около 4 сантиметров. Это большой стежок. Но его принцип тот же. Просто прокладываем стежок и делаем несколько обвитий вокруг ниточки. 1, 2. И можно даже 3, если хочется. Дальше делаем стежок вот в этот лепесточек. Значит, сеточка нерегулярная, да? Значит, ячеечки мы делаем нерегулярные. И размерчик у нас с вами может гулять плюс или минус. Ну, в том-то и прелесть именно нерегулярной сетки, которую мы используем в ирландском кружеве. Вот, 1, 2. Так, вот смотрите, мы с вами сейчас как бы намечаем
основной путь нашей работы. Мы с вами начали вот здесь работу, и вот прокладываем вот так вот стежочки, и по кругу дойдем вот сюда. Да, сейчас мы с вами сделаем, ну, вот сюда, наверное, стежочек. Вот, за пару ниточек зацепились. Делаем пару виточков вокруг ниточки. 1, 2. Полетела. Так, снова в цветочек за пару ниточек. Вот так. За пару ниточек зацепили. Если расстояние маленькое, можно делать один виточек вокруг ниточки. И следующий стежок, шнур. Делаем стежок шнур за 2 ниточки. И снова 1 или 2 стежка. Один стежок. Вот. Вот и одного может достаточно быть. И вот можно вот сюда. Так, еще вот сюда, да. И вот мы с вами продвигаемся и замыкаем круг нашей работы почти. Подбираемся к началу ее. Подбираемся к началу. И потом мы с вами развернемся и пойдем назад. Вот смотрите. Еще здесь вот один стежочек. Да? Один стежочек. И снова. Вот тут у нас, видите, расстояние маленькое. Вот здесь вот. И у нас получается здесь совсем маленькие ячейки. Совсем маленькие ячейки. Я делаю только один виточек вокруг ниточки. Вот получается такой вот небольшой зигзаг. Вот снова шнур. Можно 2, можно, вот видите, здесь у меня 3 получилось ниточки. Подцепилась на иголку. Это не принципиально. Главное, чтобы не за одну нитку, потому что если вы будете цеплять за одну нитку, она будет вытягиваться, будет формироваться некрасивая петля. В общем, ну вот как-то, да, все. Давайте теперь мы с вами пойдем назад. Вот сейчас мы с вами наметили основную линию шитья, вот эту вот. Теперь мы будем двигаться. Вот смотрите, вот в этой части уже обвитый кусочек, да, вот это обвитый кусочек. А вот это вот посерединке линия, вот эта вот линия, вот эта линия, это пустая линия. Это у нас центр работы, по которому мы будем работать, и мы будем идти назад, да? Мы будем обвивать, идя назад, вот эти вот пустые ниточки. Вот у нас следующий вот этот пустой участок ниточки. Мы тоже вокруг него делаем 2-3 витка, смотря какая длина у нас этого участка. Количество витков подбираете в зависимости от того, насколько длинный у вас получился участок. Ну, где-то получается 1 виток на 1 миллиметр. Видите, где пустое, мы с вами теперь просто на вот этом участке обвиваем пустые ниточки нашей рабочей нитью. Да? Вот теперь вот здесь обвиваем, просто накладываем поверх рабочей нитки ниточки. И вот у нас получается вот такая вот сеточка. Вот сеточка. Теперь смотрите, мы с вами доходим до такого участка, где у нас еще много незашитого места. Да, и что мы с вами будем делать? Сейчас мы с вами, вот идя назад,
будем формировать дополнительные ячейки. Вот, например, вот мы сделали здесь виточек, а вот здесь нам кажется, что много места. Значит, мы берем и прикрепляем сюда еще один стежок. Если булавочка мешает, нужно ее переколоть временно. Вот, берем пару ниточек с изнаночки, да, и делаем стежочек. Делаем стежок, обвиваем ниточку, обвиваем и обвиваем. Вот так. И снова мы с вами вернулись вот к этой центральной нити. Идем по центральной нити, накладываем виточки на нее. Сделали еще один виточек. Теперь делаем виточек вот в эту сторону, стежок. Вот, прокладываем ниточку вот сюда. Прокладываем ниточку. Сейчас мы с вами зацепим. Вот, зацепили. Вот, и снова, возвращаясь назад, обвиваем. Делаем виток. Второй. И третий, да. Вот, смотрите, вернулись, обвили этот. И вот опять у нас пустая ниточка, и вокруг нее делаем виточки. 1, 2. Вот, переходим на следующий участок. Вот дальше пустая ниточка пошла. Делаем виточек 1. Вот нам нужно с вами вот зашить вот этот участок. Сейчас мы здесь сделаем 2 ячейки. Вот смотрите, сделали виток, второй виток, и давайте сделаем вот так вот ячеечку, да, и сделаем ячеечку. Вот, сделали ячеечку и делаем пару витков. Ну, дальше опять вернулись к пустой, да, и снова делаем пару витков уже по центральной нитке. По центральной нитке и сделаем еще одну ячеечку вот здесь. Вот у нас с вами получается такая нерегулярная шитая сеточка между двумя элементами. Мы соединяем с вами цветочек и пейсли нерегулярной шитой сеточкой. Вот, смотрите, мы с вами теперь добрались уже до вот этой вот центральной пустой ниточки. Начинаем обвивать ее. 1 раз обвили, 2 раза обвили. Теперь смотрите, мы от этой вот центральной ниточки делаем стежок в сторону. Вот, приблизительно вот так. И закрепляем эту ниточку за 2-3 ниточки на шнуре. Вот, сделали стежок. Сделали стежок. Сделаем несколько виточков. 1, 2. Теперь делаем ячеечку вот в эту сторону. Да, сделаем вот сюда ячеечку. Точно так же за 2-3. За 2-3 ниточки зацепились. Сделали стежок и обвиваем. Делаем виточки. 1, 2, 3. Обвили. Теперь обвиваем вот эту ниточку пустую. Делаем виточки здесь. 1 виточек, 2 виточка. Вот. Теперь делаем ячеечку вот в эту сторону. Да? Сделали ячеечку и обвиваем ячеечку. 1 виточек. Натяжение регулируйте просто интуитивно, чтобы у вас не перетягивалось и не была сильно слабая нить. Снова обвиваем вот эту вот пустую ниточку.
1, 2 и вот третий виточек. Снова дошли до центральной линии, начинаем обвивать центральную линию. Вот мы делаем вот от узла, от вот этого как бы уголочка пару виточков, да, 2. И теперь давайте в другую сторону сделаем ряд, да, вот так вот натягиваем ниточку и со стороны цветочка сейчас зацепимся вот за пару ниточек и делаем в эту сторону ряд ячеек. Вот, зацепились, делаем обвитие, вот, обвиваем 1, обвиваем 2. Вот теперь смотрите, вот теперь ячеечку вот в эту сторону сделаем, да, подцепляемся вот просто за серединку, делаем ячеечку и обвиваем эту ниточку. Вот обвили 1, 2. Если ячеечки маленькие, там достаточно 2 витков. Если чуть длиннее ниточка, 3 виточка делаем, да. Вот обвиваем снова. Вот смотрите, у нас с вами получается уже второй ряд ячеечек. 2, 2, пусть будет 2. Снова вот мы добрались до вот этой линии. Не надо делать вот так. Если вы вот так вот сделаете ниточку, у вас вот тут получится крестик, да? Ну вот как-то я считаю, что крестики это не очень симпатично, поэтому после, ну как бы в уголки вот сплетения ниточек, не надо делать ответвление новой ячейки. Сделайте лучше хотя бы одну. Вот вы сделаете, даже если одну, уже у вас вот здесь будет маленький участочек. Ну, лучше 2, чтобы как бы ячеечка была более правильной формы. Да? И вот теперь мы снова вот отступили пару виточков и делаем ячеечку с другой стороны, рядочек. Вот. Протягиваем ниточку. Делаем пару витков. 1, 2. Пару виточков. И вот мы сейчас будем с вами решать. Вот. Здесь у нас только одна ячеечка получится. И вот куда нам больше нравится. Вот сюда ячеечку или вот сюда ячеечку. Наверное, вот сюда. Да? Давайте вот в эту сделаем. Вот такой получается у нас рисунок ячеек. Наша вот нерегулярная сеточка. Снова обвиваем. Ну, как вы уже поняли, создание рисунка сетки это сугубо индивидуально. Вы создаете рисунок по ходу шитья. Вот вы шьете. Вот снова мы обвиваем пустые ниточки. Обвиваем пустые ниточки. И снова добираемся до центральной нашей линии. Да, вот она у нас с вами, помним, проходит вот здесь начало. И снова центральную линию обвиваем пару раз обвиваем и делаем стежок в цветочек. Вот смотрите, как хорошо получается. Вот в цветочек сделали стежочек, делаем виточек вокруг ниточки и сделаем вот сюда еще одну ячеечку. Вот сделаем ячеечку. Может быть, сюда надо было. Ну ладно, пусть будет здесь. И обвиваем ее, вот эту ниточку, парой виточков. Да? И возвращаемся снова на необвитый участок. Снова обвиваем. Обвиваем. И снова мы у центральной линии. Снова мы у центральной линии. И снова делаем виток. Да, вот давайте еще один виток, перекрепляемся где-то вот здесь, да, давайте вот здесь за 2, да, за 2, обязательно за 2, потому что чтобы у вас одинокая ниточка не вытягивалась длинной петлей, обязательно прикрепляйтесь за 2 ниточки. Это мы помним, да. Снова делаем виточек 1 или 2. Давайте 2.
Вот смотрите, видите, вот у нас, допустим, ниточка не сильно вот эта вот натянута. И благодаря этому мы создаем не просто ровную линию, а вот когда мы будем теперь натягивать вот этим стежком, смотрите, мы вот чуть-чуть подтянули, и у вас получается как бы не ровная линия, а вот такой вот уголочек получается. У нас же как бы сеточка ячеечками. И вот нам надо, чтобы эта линия образовывалась немножечко ломаной, чтобы получались пятиугольнички или шестиугольнички. Вот, 2 виточка. И снова на необвитый участок 1 виточек, 2 виточка. И снова возвращаемся к центру. Вот смотрите, здесь вот расстояние у нас было большое, да, влево и вправо. Здесь вот расстояние уже маленькое. Здесь можно делать просто по одному, ну, как бы одну ячеечку образовывать. Просто вот сделаем ячеечку, и все. Видите, у нас получится вот здесь просто маленькая ячеечка. Сейчас мы ее сделаем и вернемся назад. Вот так. Аккуратненько. Вот сделали ячеечку. Вот. Пару виточков. И все. И вот мы снова возвращаемся на эту ниточку. Вернулись. И делаем в эту сторону ячеечку. По очереди. Так. Стараемся. 2 ниточки. Обязательно 2 ниточки. Вот. Почему я говорила, нитку надо не больше 2 метров. Ну, там 2,5. Просто более длинная нитка будет крутиться и путаться, и это будет просто мешать в работе. Так, теперь снова возвращаемся сюда. И вот смотрите, уже на вот этом участке мы сюда уже только одну ячеечку сделаем. И, в принципе, можно считать этот участок зашитым. Вот количество ячеечек, величина их, это вы все реально определяете на глаз, в соответствии с вашими потребностями, с толщиной ниточки. Да? Ну, вот как-то вот так вот. Все, вот смотрите, здесь ну, ячеечка достаточно большая. Ну, давайте, можно еще сделать. Если нравится сеточка, чтобы погуще было, не оставляйте больших ячеек. Запутываемся, да? Запутываемся. Ну, давайте еще такую маленькую ячеечку прилепим. Прилепили, обвили. Обвили, а так, аккуратненько. Видите? Подтянули. И снова обвили. Вот тут маленький участочек. Можно даже 1 виток сделать, и хватит. И на следующий участок. А здесь мы просто, вот видите, здесь уже ячеечки как бы готовые. И мы просто обвиваем центральную ниточку, которая еще вот у нас не обвитая по центру. И просто продвигаемся в обратном направлении к началу нашего шитья. Вот. На этом участке вот у нас как бы большой участок не зашитый. Здесь мы будем делать дополнительные ячейки. Давайте вот сделаем сначала вот сюда ячеечку. Вот так. Вот. Смотрите. Вот сейчас мы делаем ячеечку вот сюда. Немножечко ее обвиваем хотя бы 1 раз. Вот обвили. Теперь вот эту вот центральную ниточку обвиваем 1 раз. И вот подтягиваем. Давайте 2-й раз, чтобы удобнее было. И вот теперь вы подтягиваете, и вот у вас получается как бы вот они ячеечки прорисовываются. Подтягиваем сюда, закрепляемся. Закрепляемся. Так, закрепляемся. Так, ну, тяните так, чтобы не сильно тянуть, а то потом изделие будет деформироваться, чтобы все-таки сохранять красивую форму. Натяжечку регулируем очень аккуратненько. Очень аккуратненько. Все. Здесь по одному виточку. И вот здесь, да, тоже вот здесь делаем маленькую ячеечку.
Вот так вот. За 2 ниточки. Так, и продолжаем. Один виточек. И сюда вот переходим. И вот следующий виточек. Вот так, наверное, 2. И вот сюда сделаем ячеечку, да, чтобы зашить все пустые участочки. Вот так. И обвиваем ниточку. 1, 2 виточка вокруг ниточки. И вокруг этой ниточки 1, 2. И вокруг этой ниточки 1, 2. И даже 3 можно. Ну вот переходим на вот этот участочек. Вот смотрите, мы с вами уже почти добираемся до финиша. Я очень люблю эту сетку. Мне ее делать намного легче, чем вязаную сетку. Поэтому я как бы на ней остановилась. И вот уже 3-е свое изделие делаю именно шитой сеточкой. Вот как-то вот так, да? Вот смотрите, вот мы с вами сколько за час зашиваем вот такой вот участочек. Не знаю. Меня спрашивали, что легче, шитая или вязаная. У меня вязаная вообще не получается. Что быстрее, шитая или вязаная? Ну, если у меня вязаная не получается, соответственно, у меня шитая быстрее. Вот принцип понятен, да? Вот принцип нам понятен. Вот дошли, обвили, снова прикрепляемся за 2 ниточки обязательно. Аккуратненько обвиваемся. 1 виточек, 2 виточек. Ну, теперь центральную ниточку. И вот смотрите, мы с вами доходим вот до начала. Вот мы с вами отсюда начинали, да, проложили вот эти все вот сюда. И теперь мы обратно возвращаемся к этому же месту. Вы, если будете делать сеточку правильно, вы никогда не будете проходить дважды по одному и тому же участку. То есть в ту сторону идем, прокладываем длинные стежки, назад идем, мы их зашиваем и добавляем нужные ячейки, чтобы у нас, ну, как бы все красиво получалось, да? Так, сейчас зафиксируем, чтобы линия не ломалась, не портилась. Да, с натяжением. Очень часто спрашивают, что там с натяжением сеточки. Ну, девочки, ну вот реально. Это просто нужно чувствовать рукой. Вот вы потянули ниточку, отпустили, и вот как бы ручкой так вот посмотрели, чтобы сеточка красиво лежала. И натягиваете. Натягиваете так, как вам вот душа подсказывает. Как оно должно быть натянуто, чтобы было красиво. Естественно, не перетягиваем, чтобы вот линия выкладывания элементов не деформировалась. Для этого ж мы вот с вами фиксируем булавочками, все фиксируем, чтобы ничего не сдвигалось с места. Вот. Так. Еще вот сюда. Ну, теперь смотрите, вот здесь у нас немножечко участочек не зашитенький остался. А начало и конец у нас будет вот здесь. Вот смотрите, мы с вами обвиваем вот эти ниточки. И вот эту ниточку обвиваем 1 разочек и 2 разочек. А теперь берем и прокладываем вот сюда вот длинный стежок за 2 ниточки. Проложили длинный стежочек. Вот. Обвиваем эту ниточку 1, 2 раза.
Закрепляемся вот в этот цветочек. Вот. И снова обвиваем. 1, 2 витка. И вот здесь 1, 2 витка. И сюда вот еще ячеечку добавим. Вот так вот аккуратненько добавили. Так. Нужен просто небольшой навык, чтобы не цеплять иголкой подушечку. Чтобы не цеплять иголкой подушечку, вот так вот, смотрите, чуть-чуть подтянули, и у вас ниточка поднялась над иголкой. Ну, видите, вот потянули, и у вас здесь образовалась такая вот арочка, в которую легко поддеть ниточку. Вот еще одна ячеечка. Вот. Главное не пришить нашу сеточку к подушечке. И вот сюда. Вот смотрите, все. Вот. И мы с вами возвращаемся в то место, с которого начали. Вот еще 2 виточка. И мы ровно в то место, откуда начали, с вами вернулись. Вот это место. И точно так же, как мы с вами и начинали, мы закрепляем ниточку, прокладывая несколько стежков в шнур или в любой другой элемент, который вот более-менее плотненький, чтобы спрятать конец и закрепить нитку. Вот смотрите, просто прокладываем несколько стежков. Закрепляя нитку, тоже стараемся не деформировать изделие. Вот, закрепляем. Я, конечно, перестраховываюсь, закрепляю подлиннее, сантиметра 4, чтобы нитка спряталась. Хоть это и хлопок, он как бы не очень скользкий. Вот, все, смотрите. Мы с вами обрезаем теперь ниточку и вытягиваем все наши булавки. Вытягиваем булавки. Вот. Все, булавочки вытянули. Если вы сеточку не перетягивали, если все делали аккуратненько, то элемент, в принципе, даже без утюжки уже как бы имеет свою форму. Но когда вы будете стирать, сеточка в любом случае будет немножечко деформироваться, ее нужно будет утюжком закрепить. Вот смотрите. Вот результат нашего с вами труда. Вот такой вот элемент готовый мы уже получили, прошив вот здесь сеточку. Желаю творческих вам успехов. Всего вам хорошего. До свидания.